Всем привет! Сегодня у нас первое видео, в котором мы покажем, как быстро и просто покрасить небольшую диораму с Человеком-пауком. И получить такой результат с использованием только кисти. А у нас в инстаграме вы найдете больше готовых работ. Ссылка в описании. Первым делом начинаем красить угол здания в основной цвет, в данном случае серый. Затем ждем высыхания краски около 10 минут и приступаем к следующему этапу. Выделяем некоторые кирпичи в другие цвета. Делать это лучше всего в случайном порядке. Для этого будем использовать темно-коричневый цвет и три вида проливок – черную, оранжевую и темно-зеленую. Ее мы получим путем смешивания двух предыдущих. Здесь дадим небольшое пояснение, что такое проливки либо смывки. Это жидко разбавленные краски на водной либо полимерной основе. После нанесения и высыхания они образуют на базовом цвете соответствующий оттенок. Итак, вернемся к углу здания. Окраска кирпичей в разные цвета разнообразит монотонную стену и сделает ее более натуральной, что в свою очередь улучшит ее восприятие. Как уже говорилось ранее, количество окрашенных кирпичей может быть любым. Все зависит от того, какой конечный результат нужен. Теперь перейдем к покраске частей диорамы, которые должны иметь цвет дерева. Это части оконных рам и участок пола внутри здания. Их покрываем светло-коричневым цветом. После облагораживания окон и пола приступаем к разбитым стеклам, которые остались в рамах. Имитируем их с помощью белого цвета. Также белым цветом окрасим плинтуса. На таком небольшом участке диорамы, на наш взгляд, они выглядят достаточно интересно. На область груди, пресса, рук, маску и нижнюю часть ног наносим красный цвет. Не забываем и про левую кисть, которая изначально приклеена к стене. На оставшиеся участки костюма наносим синий цвет. Само собой, после нанесения каждого цвета нужно немного времени дать краске высохнуть. Область маски вокруг глаз красим черным цветом. Для этого удобно воспользоваться зубочисткой.
так как пальцы руки находятся намного ближе к окрашиваемой части модели и меньше дрожат. В таких моментах спешить не стоит, но даже после неловкого движения ошибку можно легко исправить. Качественная краска всегда это позволяет сделать. Глаза на маске покрываем белым цветом. Опять же повторимся, это удобно делать зубочисткой. Для того, чтобы визуально разделить кирпичи между собой и придать глубину цвета самим швам, мы аккуратно наносим туда черную смывку. Она легко заполняет все пространство внутри, а излишки легко убираются с сухой поверхности салфеткой, либо, как в нашем случае, ватной палочкой. Похожее действие проделываем и с оконными рамами. Настало время самой сложной части покраски диорамы. Чтобы сделать сетку на костюме черной, снова возьмем на вооружение зубочистку и черную смывку. Аккуратно наносим ее на сетку, а излишки убираем ватной палочкой. Теперь склеиваем обе части диорамы. Делаем это с помощью обычного суперклея. Настало время для финального штриха, который еще больше преобразит все наши старания. Для этого берем чистый лист бумаги либо салфетку и кисточку с прямым срезом ворса. Наносим небольшое количество белой краски на кисть, а затем вытираем о лист бумаги до состояния, пока краска не перестанет оставлять следы. Теперь этой кистью легко проводим по выступающим частям диорамы, ребрам, углам и так далее. Это их немного осветлит и придаст совокупности со смывками еще больше эффект объема. Вы можете обратить внимание, что на видео есть блики света на фигурке Человека-паука. Именно эти участки нам и нужно обработать сухой кистью, чтобы их выделить и подчеркнуть.